эфире. Здравствуй, уважаемый владелец интернет-магазина. Я обращаюсь к тебе, потому что хочу рассказать тебе свою историю. Когда я начинал 4 года назад заходить в YouTube, я пришел, чтобы помогать предпринимателям увеличивать продажи с помощью видео, потому что я продвигал 15 лет сайты, и для меня было очевидно, что видеоконтент, он помогает продавать. Видеоролик, размещенный на странице статьи, помогает ее продвигать. И видео – это то, что сейчас доступно. Очень важно доступно. То есть сейчас люди могут, вот я сейчас веду прямой эфир с обычного телефона. С обычного телефона в обычном месте, куда я прилетел. И также вы можете рассказать о своих товарах, об услугах прямо в магазине. Не надо снимать никаких студий, профессиональных операторов, монтажеров, режиссеров, актеров, звукорежиссеров, гримеров и прочих Надо просто брать и делать. Надо делать, и я это понимал, потому что, работая аналитиком, долгие годы я понимал, что за видео будущее. И вот сейчас ко мне каждый день буквально приходят мои старые или новые клиенты с вопросом: Александр, у меня интернет-магазин, и я бы хотел сделать для интернет-магазина свой YouTube-канал. И я это знаю, потому что я знаю, какие ошибки допускал я. И сегодня я поделюсь своей историей, как я неправильно делал, и надеюсь, что эта история послужит вам огромным, не знаю, таким лайфхаком, как делать не надо, потому что сейчас многие говорят о том, как делать надо, а я вам в этом видео расскажу, как делать не надо. Особая благодарность за мой опыт, и это видео отчасти этому человеку, это Алексею Красникову из компании BuyDom, потому что именно этот человек дал мне шанс и поверил в меня еще 5 лет назад, когда я ему объяснял с горящими глазами о том, что за видео будущее, и давай мы сделаем первый канал про сантехнику. Более того, он стал на мою сторону, помогал финансово, помогал советами и предлагал локации, свой магазин, свои магазины, которые сейчас процветают, и компания BuyDom в Республике Беларусь довольно известная компания. Более того, она входит в топ-3 компаний, которые продают сантехнику. Но дело не в компании, а дело в принципе или в процессе. Итак, я вам расскажу, какие ошибки допускали мы, какие ошибки допускаете вы. И вы уже, осозная, понимая, или там, если у вас еще нет канала, то вы в принципе сможете это дело пропустить и сэкономить себе нервы, время, ну, естественно, деньги. Но время самый важный ресурс, потому что вы можете опоздать. Конкуренты, которые делают канал, они в принципе вас обгонят и заберут весь трафик, потому что догонять всегда тяжелее, чем быть первым. Итак, ошибки. Перейдем к практике. Что делать не надо? Первое. Как только вы начинаете делать свой YouTube канал, к вам сразу налетит огромное количество продюсеров этих самых YouTube каналов с вариантами, как сделать видео, о чем делать видео, и вы увидите большие прайсы, большие суммы. Сейчас прилетит самолет. И план роликов. В этом плане роликов будут ролики следующего типа, там, да, о нашей компании, промо-ролик, там, о наших товарах, о наших скидках, о наших акциях. Это все хорошо, это все важно, но это все потом. Потому что вам необходимо для вашего сайта, для страниц вашего сайта, конечно же, необходимы ролики, потому что ролики на страницах будут усиливать, да, допустим, если вы поставите контакты, как нам добраться, то людям могут они читать, могут смотреть, а могут просто слушать. Если вы поставите компания о нас и покажете там свои склады, логистику, свои шоурумы, своих специалистов, свой отдел продаж, гарантийный отдел, то вы закроете возражения клиентов. Если вы сделаете специальный ролик, как оплатить
и поможете людям оплатить онлайн, либо там наличкой, либо там как-то еще, какая квитанция выдается, или как обратиться в гарантийный случай, как бы, то это тоже будет хорошо. Безусловно, эти ролики нужны, но ошибка заключается в том, что мы думаем, что люди придут и будут эти ролики смотреть. Вовсе нет. Вам нужны ролики, которые будут вовлекать, которые будут рассказывать людям не о вас, а о вашем бренде. Вы не Макдональдс, вы не Кока-Кола, а вас еще никто не знает. А если и знают, то русскоязычное сообщество не готово делиться. Давайте будем честны, люди не так часто покупают, допустим, душевую кабину, или ванну, или автомобиль, или итальянскую кухню. Они покупают ее раз в жизни, может быть 2 раза в жизни, может быть там 5 раз в жизни покупают душевую кабину. К чему это говорю? Что здесь очень важно зацепить вашего потенциального зрителя на первом этапе. Первое, что вы понимали, все предельно просто. Я вам сейчас расскажу, вы знаете, я думаю, что ваши маркетологи вам рассказали о 5 уровнях вовлечения вашего зрителя. То есть первый уровень вовлечения – это уровень, когда клиент вообще не знает, что у него есть проблема. Вообще не знает, что у него есть проблема. Второй уровень клиента или зрителя вашего, как угодно, это когда он догадывается, что есть проблема и начинает посматривать на пути ее решения. Третий уровень – это когда клиент уже, зритель, клиент равно, понимает, что у него есть проблема и начинает искать, уже целенаправленно искать эти самые пути решения. Находит там разные ваши магазины, либо ваши каналы, либо там каналы ваших конкурентов. Четвертый уровень осознанности – это когда ваш клиент, зритель, начинает уже на этом этапе выбирать между вами и вашими конкурентами. И пятый уровень осознанности вашего клиента или зрителя – это когда ваш клиент либо зритель уже выбрал только вас и хочет решить свою проблему при помощи вас или вашей компании. Все. И проблема номер 2 у большинства компаний, которые делают YouTube-каналы для своих интернет-магазинов, это вы делаете свой магазин для 3, 4 и 5 уровней осознанности клиентов либо зрителей. То есть вы уже помогаете людям выбирать, а мы лучше, потому что мы вот так, а у нас вот такие вот цены. А ваши конкуренты, и это третья такая ошибка, они в принципе делают то же самое. В итоге у каждого интернет-магазина есть буквально свой канал, где залито 5, 6, 7, 10 роликов, и на этом все. На этом финиш, потому что вы такие, а чего еще снимать? И вы правы. Вы для 3, 4 уровня и 5 осознанности уже сняли все. Вы рассказали им, кто вы такие, что вы делаете, почему надо идти к вам, как вам добраться, как вы оплачиваете, какая у вас доставка, какая у вас гарантия, какой у вас сервисный центр, есть ли у вас установка, все о себе, о нас, склады показали, все рассказали, о коллективе, все показали, все классно, все сделали. Но помните о первых 2 клиентах, уровнях осознанности. Первый уровень, это то, что он даже не знает, что есть проблема, и не догадывается, что есть пути ее решения. Как это работает? Давайте представим. Если мы в YouTube выпустим ролик, к примеру, как выбрать ванну для романтических свиданий. Мы не можем пустить ее, как выбрать ванну для секса. Просто нас забанят. А как выбрать ванну для романтических свиданий, в принципе, уже всем все понятно. Да, в этом случае уже у вас в голове заиграла романтическая музыка, свечи, лепестки роз в ванной, приглушенный свет, и вы уже, ваш клиент потенциальный, который даже не задумывался, для него ванна была нормальная ванна, да, а тут он понимает, что так есть же еще ванны покруче, то есть вы ему заложили зернышко в голову, друг, посмотри, здесь тебе специалисты расскажут, как эту ванну выбрать.
Для чего там она тебе нужна, там, да, ты, если там мачо, то украсть свой, холостяцкий особняк, такой шикарной ванной, и девушки будут без ума, то есть вы уже положили, да, то есть и он плавно с первого уровня заходит на второй, то есть клиент, который понимает, что есть проблема и думает над путем ее решения. Или, например, там, да, то есть можно объяснить, что такое безободковый унитаз, если это делают в сантехнике, да, либо если вы продаете какие-нибудь, ну не знаю, все что угодно, если вы, допустим, занимаетесь продажей строительного инвентаря, либо там инструментов, объяснить, как при помощи шуруповерта можно быстро закрутить там, не знаю, сделать с ребенком какие-нибудь там рукодельные штуки. Вот все это вы рассказываете людям на первом уровне, они даже еще не понимают. Например, есть магазин автомобильных чехлов. И какой ролик мы запишем туда? Не о том, как выбрать чехол, да, или там, допустим, чем там чехол там велюра отличается от чехола такого, от кожи, там, да, и там как вот то или это. Да? Нет. Мы запишем ролик, который так и называется: «Что делать, если ваша собака пописала в салоне авто?» Парам! Нормально? А это же для первого уровня. То есть люди даже не понимают, что им надо, ну, то есть что у них не писала собака в авто, но у подруги есть собака, которая подруга с ней ездит, и очень может быть, что она пописает. И она думает, ну я же должна быть вооружена, и посмотрит ролик. Или, например, чтобы было совсем понятно, мы рассказываем о том, как сэкономить, то есть как дороже продать машину через 2 года ее эксплуатации. Причем здесь чехлы, спросите вы? Правильно, люди даже не понимают, они даже еще в этом формате не понимают, что им нужны чехлы. Но если мы в ролике расскажем о том, что, слушайте, если вы, купив новую машину, поездив на ней месяц-два, почувствовав запах кожаного салона туда-сюда, все, а потом на эту машину оденете чехлы, то потом через 2 года, когда вы перед продажей снимете эти чехлы с автомобиля, то эту машину можно будет продать дороже, потому что у нее будет салон, сказка. Ну, люди же оценят по салону, то есть и будет видно, что она не очень заношенная, на ней почти не ездили, стояла в гараже, вот уход, все дела. Потому что те чехлы, которые заношены и которые описала собака, вы их выкинули. И вот перед вами ласточка, которая стояла в гараже, в теплом охраняемом гараже. И вот это все делается для того, чтобы вы делали видео не для 3, 4, 5 уровня, а для 1, 2. И здесь следующий блок: нужен контент-план. То есть ваши видео должны вместе быть для ваших страниц, вашего сайта или для ваших товаров. Вы для каждого товара должны создать как минимум 2-3 идеи ролика для первого уровня осознанности. Как я сейчас говорил, приводил пример там, да. Если вы торгуете ванну, то, допустим, не как правильно выбрать уровень или там угол ванны, там правый-левый, а как выбрать ванну для свиданий. Да? Или там типа современный безободковый унитаз никому не интересно, да? А вот этот унитаз смывает все без остатка любым напором воды. Люди должны кликнуть туда. Им это интересно, они должны знать об этом. Поэтому в следующий момент ваши ролики должны быть не плодом воображения вашего менеджера, а ваши ролики должны быть плодом сопоставление этих роликов, то есть зачем мы снимаем ролик и как он усилит нашу рекламную стратегию нашего товара. И заметьте, если вы под каждый ваш товар, а бывает их много, бывает CPU большой, там, допустим, 2-3 тысячи, да, если вы под каждый товар напишите хотя бы по 2 ролика, то у вас уже будет большой контент-план. А дальше вы разбиваете на плейлисты и понимаете. В следующий момент я не анализировал конкурента. Я думал, что нам конкуренты, у нас вот такая стратегия. Нет. Кто конкурент? Вы должны четко для себя понять, кто конкурент. Конкурент — это не ваш магазин конкурент. Вот это вот проблема всех владельцев бизнеса. У них в голове, вот я же знаю, вы своих конкурентов знаете по пальцам, даже по именам, отчества. И знаете, кто у них жена и какая у них собачка. Знаете о них все.
Потому что вы с ними пересекаетесь, вы конкурируете, и вы не из тех, кто говорит, типа, там, конкуренты, мы должны с ними дружить, вы с ними воюете. И вы о своем враге знаете все. Но в Ютубе немножко не так. Давайте запишем. В Ютубе ваш конкурент – это тот, кого смотрит вместо вас. Допустим, у вас есть магазин сантехники. Окей. И вы думаете, что ваш, грубо говоря, конкурент – это такие же магазины сантехники, которые есть. Нет, скажу я вам. Ваш конкурент – это может быть, не знаю, девочка-блогер, которая снимает видео, то же самое, там, допустим, как выбрать ванну, или как она покупала душевую кабину. И по этому запросу, то есть, как выбрать душевую кабину, там, да, она может быть первая, потому что ее аудитория пришла и посмотрела, поделилась, там, у нее был охват большой, у нее было удержание большое, у нее там был посев большой, и она стала, то есть, больше про душевых кабин. У нее на канале ничего нет. У нее один ролик с этой душевой кабиной, и она стрельнула. Поэтому она ваш конкурент по этому запросу. А если у вас 2000 запросов, ну, 2000 товаров, допустим, то у вас конкурентов вполне возможно будет 2000 каналов. То есть тут надо тоже делать анализ большой и хороший. Следующий момент. Ошибка. То есть, да, это про вас. Это вот мой опыт. Вот один к одному. Вы пытаетесь нанять себе многорукого Шиву. То есть я сейчас найму кого-нибудь там, монтажера, оператора, менеджера канала, дизайнера, инстаграмщиков в одном лице. И вы, более того, вы ищете. А самое интересное, вы находите. Вот вы находите этих людей, которые приходят такие, а это можешь, да. А это можешь, да, а монтаж могу, а это и это могу, а оператор и могу и это. И потом у вас же не хватает, вот чуть-чуть, вот вы не дожимаете, да, потому что вы же не можете проверить, вы верите на слово, да. То есть все, что надо сделать, это найти специалиста, не обязательно меня, я, может быть, дорогой, но есть подешевле, который проверит вашего всемогущего многорукого Шиву на профпригодность. Они посмотрят ролики, которые он сделал, они посмотрят контент-план, который он написал, и попросят его оптимизировать ролик прямо в онлайне, прямо сейчас, вот какой-нибудь. Поверьте, специалист за 30 минут разнесет в пух и прах, либо подтвердит экспертность вашего специалиста и скажет, сколько он стоит на рынке. Это очень важный момент. Что рекомендую делать, это сразу. То есть у вас должен быть изначально свой оператор. Но он не монтажер. Оператор и монтажер — это разные люди абсолютно. И он точно не дизайнер. То есть вы должны разделить и делегировать эти задачи разным людям. То есть пусть дизайном занимается дизайном, монтажом монтажер, менеджер пусть размещает видеоролики, а оператор пусть их снимает. Следующая ошибка, которую вы совершаете, вот это классика жанра. Вы пытаетесь обучить свою секретаршу, супругу, сестру, брата, никчемного менеджера этим делам. Смотрите, в лучшем случае, если вы угадали, и там действительно талант, и вы взяли этого таланта, то он от вас свалит. И это правда. И поэтому вы думаете, что жена-то не свалит, и поэтому вы начинаете жену приучать и вот качать, как вы называете. Я прокачаю супругу, там, не знаю, сестру, брата, и она уже будет мне эти ролики снимать и делать. Очень спорное. То есть, давайте так, я очень много видел компаний и очень мало видел успешных каналов, где вот так вот работали жены. Потому что это наши жены пушки заряженные. Это очень тяжелая, кропотливая работа, и здесь важно сделать все правильно. Ошибок таких еще можно говорить, там, не знаю, потом у вас еще одна ошибка, которую вы совершаете, как делать не надо. Вы начинаете снимать по 1-2 ролика в месяц. И думаете, когда эти ролики дадут мне отдачу, когда эти ролики стрельнут и будут приносить мне клиентов, вот тогда-то я уж там вот вложусь и будет хорошо.
не вложитесь и не будет. Потому что если вы сейчас будете размещать 2 ролика или 3 в месяц на канале, то это очень и очень непродуктивно и неэффективно. Что делать? Первое. Приходите к нам и покупаете, у нас есть тариф, называется базовый. Там, где мы делаем вам 3 ролика. Это 3 образцово-показательных ролика, где мы делаем их вообще хорошо и классно. То есть и дальше у вас есть точка опоры. То есть вы начинаете от нее толкаться. То есть вы от этой точки опоры начинаете уже идти. То есть вы приходите и говорите, допустим, условно, монтажеру, менеджеру, оператору: я хочу вот такие вот ролики. Сколько они будут стоить? Чтобы у него был референс, пример. Когда вы абстрактно объясняете человеку, для него, знаете, у вас разные картины мира. Вот у меня приходит клиентка, и она говорит: я хочу ролик, у меня салон красоты. Это типичная история. И я точно знаю, что без ТЗ результат ХЗ. И вот у нее в башке, у нее в голове, знаете что? Ролик L'Oréal. Ну, там такие девушки шагают, там, они такие идут, там, такие красивые, там, 6 или 7 девушек шагают, и у них там то Франция, то Абу-Даби, то там Лондон, то Нью-Йорк, то есть они шагают, как бы, там, да, и вот в этом ночная, там, такая, там, морской бриз, они шагают, соответственно, как бы, там, все у них классно. Окей. И вот у этой дамы моей ролик в голове вот такой. Бюджет у нее на это все. То есть я понимаю, что там бюджет там 2-3 миллиона в лучшем случае. Ну, это такой очень оптимистичный сценарий. Да? А у нее в голове $300. Она говорит: а у меня подруги есть, еще лучше, чем эти мемры. Они там пройдут, как станут там туда-сюда. Там, да? То есть почему? То есть то же самое будет и с вашим монтажером. То есть у вашей голове будет ролик там, где съемки, продакшн крутой, там то, а вам дадут на коленке свертывают, и там такие лепестки роз летают и порхают. Поэтому, первое, приходите и получаете образец. Второе, берете своего специалиста и приходите ко мне, либо к другому специалисту для оценки его профпригодности. Поверьте, за полчаса мы с вами поймем, кто это, что он и сможет там сделать или нет. Вам это сэкономит, то есть не надо 2 месяца для этого работать с этим специалистом, чтобы понять, это он или не он. Полчаса, и все будет понятно. Третье. Сейчас не надо каких-то камер, света, стабилизатор, iPhone и простой микрофон. Все. Ну, если что, икеевские лампы, либо LED-светильники. Все. То есть бюджет это $1500, ну то есть давайте $2000 вы запакуете свою переносную видеостудию. О том, что это за студия, у нас есть ролик специальный, как это сделать. $2000. То есть это хороший телефон, штатив, стабилизатор, микрофон. Все. Не надо какие там все эти штуки. Почему? Потому что дальше вы потом уже поймете. Это еще одна ошибка, что мы там брали там операторов, там камеры, там какие-то... Друзья мои, ваши ролики о том, как выбрать ванну для романтических свиданий, будут смотреть не на телеках там на полгорода, а на телефонах. И там разница 4К это или не 4К, нет никакой. А если нет никакой, зачем платить больше? Следующий момент. Не экономьте на упаковке. Вот есть медиаупаковка, и она должна отражать ваш бренд. То есть вы должны быть такой телевизионный формат. Потому что люди понимают, что если у вас классная конфета, то она должна быть упакована. То есть вы должны быть запакованы. Если вы не запакованы, то, ну, представьте магазин конфет. Вы приходите, и там есть конфеты, которые вкусные, классные, но без упаковки. А есть классные с упаковкой. Вы возьмете какие? Конечно же, с упаковкой. Почему? Потому что как бы без упаковки считается, ну, может, никто не хочет рисковать. Следующий момент. Обязательно ваш маркетолог, либо отдел маркетинга должен четко понимать для себя, зачем нужны эти ролики. Не потому, что нам надо, или там босс сказал, и мы их делаем, а потому, что эти ролики должны продавать.
продавать что? То есть они должны в начале и в конце нести какие-то call to action, призывы к действию. Не просто ролик, типа, ну, посмотрели и молодцы, и разошлись. А должно быть какое-то действие там, да? И не надо подпишись на нас, нафиг не надо. А узнать приятные цены на эту ванну можно по ссылочке ниже, там, да? И опять же, там много нюансов, но опять же, все не расскажешь. Вывод, друзья мои, не буду держать ваше внимание больше. Вывод. Не бойтесь совершать ошибки, потому что сейчас вы можете ошибаться, но каждый день, который вы пропускаете и думаете завтра, он не наступит никогда. Почему? Потому что ваши конкуренты начали вчера, а вы думаете про завтра. И вот каждый день у них их опыт, их experience, их охват на Ютубе, в Фейсбуке, ВКонтакте становится больше и больше и больше, а вы все время завтра. А дальше будет как вот моей любимой истории, когда у меня клиент, когда мы с ним продавали мебель дизайнерскую, он сказал: Александр, когда цена в Яндекс.Директе на стул будет там 400 рублей, нам будет невыгодно их продавать. Сейчас цена в Яндекс.Директе на этот стул 1700 рублей. И нормально, все живут, все продают. Кто-то работает на Яндекс.Директ, на Google Ads, а кто-то собирает трафик со своих социальных сетей, с Ютуба, с видео. О том, где и как вы будете собирать трафик, вы расскажите себе и своему маркетологу. А важно, что сейчас время брендов, личных брендов, брендов магазинов, брендов вас как руководителя. Поэтому не использовать сейчас видеоконтент кощунственно, и это злоупотребление полномочиями, я по-другому не скажу, потому что вы то, что сейчас не инвестируете в видеоконтент, в YouTube канал свой, вы потом безвозмездно передадите в Яндекс.Директ. Поэтому, если хотите узнать больше, ссылочка внизу на консультацию, потому что для каждого магазина, в зависимости от, это магазин сантехники, магазин стройматериалов, магазин мебели или магазин, не знаю, специй, в конце концов, это совершенно разные стратегии продвижения контент-плана и вообще развития YouTube-канала. Опять же, оговорюсь, что есть магазины, которым не нужны YouTube-каналы, это слово вообще, такие тоже существуют. Не бывает такого, что есть некий один универсальный инструмент. Бывает универсальная голова, как у меня, с опытом, которая может подсказать вам пути решения вашей задачи. Поэтому, если хотите прийти на консультацию, ссылочка будет внизу. Не забывайте написать промокод, так и назовите, промо2021. И по этому промокоду вам менеджер даст специальную скидку, потому что вы пришли именно с этого эфира. Спасибо за внимание. Не забывайте подписаться на наш канал. Спонсором нашего канала, друзья мои, 49 рублей в месяц. Как всегда, плюшки, уникальные видео и наше почтение. Пора барабан.